солнечная Грузия. И сегодня мы ответим на ваши вопросы. Вопросы, которые вы задаете в каталоге Madlobo, нам в личку, даже в чате. Сегодня мы наконец-то дошли, что можно и в чате спрашивать. И эти ответы на вопросы, это лично мое мнение. Давайте так, это не какая-то реклама, это не какой-то там, не знаю, проплаченный там этот момент. Я просто буду делиться. У меня прямые эфиры каждый день. И вот я думаю, что по воскресеньям, в выходной день, я буду проводить их на лоне грузинской природы и про Грузию. Если будет холодно, будем где-то в других местах, но тем не менее. Вопросы можно задавать в чате. В чате «Русские Батуми» и еще один чат, который мы создали, так и называется «Сообщество предпринимателей в Грузии Madlobo». Первый вопрос. Недавно задала его госпожа Эльмира, который звучит так. Как с медициной в Грузии? Отвечу коротко и ясно. Ровно так же, как в любых других странах, если у вас есть деньги, у вас будет качественная медицина. Как я решил этот вопрос для себя? Очень и очень просто. Я купил себе страховку и уже второй год не парюсь от слова вообще. Страховка у меня от Арди, тут есть две страховки. У моей супруги страховка от чего у нее там страховка? Ну, короче, у супруги одна страховка, у меня другая. И всех все устраивает. То есть две страховки вполне себе хорошо работают. Все отлично. Просто, да, то есть как бы там анализы. Тут есть большие лаборатории хорошие, врачи, есть частные клиники, и страховка покрывает, ну, огромное количество расходов. То есть я скажу так, что я очень доволен, что за свои там 85 лари в месяц я получаю то обслуживание, которое получаю. Причем как бы не жалуюсь. С лекарствами тут тоже особо проблем нет, но опять же это все как из кулинарии в Грузии, да, если смотреть там, не знаю, у человека там какие-то особые привилегии, особые там, не знаю, желания. А так для меня, в принципе, очень-очень хорошо. Конечно, если вы рассчитываете на какую-то бесплатную помощь в любой стране, то есть мы с вами экспаты, мы тут налоги в бюджет не платим, и требовать что-то от медицины, такое себе удовольствие, но платная медицина вполне себе. То же самое, что и для детей. То есть у нас у ребенка мы нашли хороших врачей, хороших педиатров, хорошие места, где можно анализы сдавать, то есть хороших людей, которые помогают нам сохранять и поддерживать наше здоровье и наши жизненные силы. Пора-барабам. Более подробно о врачах, о клиниках мы рассказываем на страницах каталога Madlobo, поэтому, Эльмира, приходите, смотрите, задавайте вопросы. Там же будет большой блог про медицину, где мы это все расскажем и будем освещать. Ответил, да? Дальше. Вопрос. Что делать в Грузии зимой? Как человек, проживший здесь 2 зимы, это будет 3-я зима моя в Грузии, зимовка в Грузии, тут есть чем заняться. Особенно если разобраться, то есть как бы посмотреть на горнолыжные курорты, которые, скорее всего, мы очень на это надеемся, будут открыты, то Гудаури, в Сванете еще как бы открывается там хорошая, вполне себе горнолыжка. И там горы, снег. Причем, что немаловажно, вот мне что нравится, очень-очень нравится, что здесь цены в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем в европейских курортах. Как это посмотреть? Давайте на примере, чтобы вам было ясно, просто и понятно. Абонемент заметьте, не на один курорт, а на все курорты, на все время, вот один абонемент на все время, на все курорты, что-то порядка $180. То есть вы можете как в Гудаури, так и в Сванете, вы можете прилететь, допустим, когда будет снег в декабре, а потом прилететь, когда будет снег там в феврале. И поэтому скипасу заходить и получать. Один день, то есть этого скипаса 40 лари. 40 лари это $10. Ну, пусть ладно, $13. Где-то вы видели такие вообще ценники? То есть в каком-то в Буковеле, я не говорю про Куршавель, а в Буковеле там будет на порядок выше. И люди, наверное, с Украины тоже ездят сюда, потому что здесь дешевле. И Грузия это вообще то место, где хорошо, тут
нет такой зимы. Тут нет зимы в понимании русского человека, что там зима, крестьянин, торжествуя. Нет. Тут она очень мягкая, очень комфортненькая. Я даже вам скажу, что здесь зимой я иногда буду в легкой кофточке выступать. Почему? Потому что здесь очень комфортный климат и зима очень мягкая. Снегу радуешься как ребенок, потому что мы вот сколько здесь были и получается, нет, есть неприятные моменты, но здесь очень и очень как бы комфортно проводить, гораздо комфортнее. Еще больше всего и больше всего то, что радует, то, что мне нравится зимой, допустим, в Тбилиси, либо зимой в Батуми, это то, что здесь минимум туристов. Туристов нет, и ты можешь ходить и наслаждаться. Посмотрите, какие мы делали съемки, когда вот эти вот аллеи с пальмами, аллеи со всеми делами были покрыты снегом, да, там пальмы в снегу. То есть была песня «Яблоки» там на снегу, а тут пальмы в снегу. И было есть на что посмотреть. Опять же, что касается детского отдыха, то проблематично, потому что, опять же, в коронакризис здесь и так ничего не было, потом он наступил, и то, что было, оно как бы схлопнулось, и с детьми здесь очень тяжело, и если вы планируете ехать сюда, либо там на горнолыжные курорты с детьми, то будьте готовы к тому, что нянечку, как вы могли найти там, это не знаю, где-нибудь в Москве, в Питере, либо там в Минске, в Киеве, вы тут не найдете. Проблема с кадрами здесь очень большая, мы об этом будем говорить, поэтому, но ехать сюда зимой очень и очень хорошо. Горнолыжные курорты славятся на весь мир. Стоимость у них в 2 раза меньше, качество то же самое, да, даже лучше. Мои знакомые говорят о том, что они объездили много, то есть я не такой большой любитель горнолыжки. Мои знакомые просто, грубо говоря, в полном восторге от горнолыжки Грузии. После этого они уже не летают по странам, а они уже ездят по местам в Грузии, там, где есть возможность катиться по горе. Более того, насколько я знаю, еще в горнолыжных зимой в тех местах, где есть горнолыжка, есть прогулки по лошадям. Есть дельтапланы там, где в Гудауре, опять же, где летали летом, они, наверное, будут летать и зимой, потому что, в таком формате. Здесь есть куда посмотреть. Просто внимательно приходите к нам на каталог Мадлоба, мы будем вместе с вами разбирать эти места, эти приключения, смотреть на программы, смотреть на туры и рассказывать вам про то, как отдохнуть зимой, где отдохнуть зимой. Не забывайте, каталочка. Ссылка на каталог будет внизу. Там же статьи, там же частые вопросы, и мы это все дело будем подробненько рассматривать. Если у вас информация есть, добавляйте, рассказывайте, будем обязательно делиться. И не забывайте приходить в группы. Есть 2 группы Телеграма, да, то есть в Телеграме есть даже 3 уже там. Ссылочки будут внизу. Для предпринимателей просто поговорить, но опять же с определенными условиями. И, соответственно, родители в Батуми, по-моему, такая. То есть мы для Феди сделали и продолжаем. Понятно. Давай короткую версию запишем. Я хочу просто сделать такой эссенцию. Итак, в Грузии зимой отдохнуть можно и очень хорошо. Первое, самое важное, то, что здесь ценник очень и очень вкусный. $180 скипас на все горнолыжные курорты на сезон, это очень вкусный ценник, и вы это понимаете. 40 лари это $13 за один день абонемент. Тоже очень и очень хорошо. Аренда оборудования там есть. С детьми небольшая будет трабл, потому что нянечек, либо каких-то детских центров, которые есть при таких горнолыжных курортах, тут, насколько я понимаю, проблема. Но здесь есть что посмотреть, кроме горнолыжки. Опять же, красота Грузии, она хороша и так. То есть проехать вы не всегда куда-то сможете, но, допустим, посмотреть на пальмы в снегу, это редкость. Снега здесь мало. Климат здесь приятный. То есть, если сравнивать с климатом в Минске, в Киеве, либо в Москве, здесь зима очень и очень комфортная. Приезжайте, сами посмотрите. Больше информации о зиме в Грузии в каталоге Мадлоба. Пара-барабам. Успел? Ну ладно, давай дальше вопросы. Так.
Безопасно ли в Грузии сейчас? Слышал, что туристов не только бьют, но и убивают. Вы похожи на мою маму. Моя мама тоже говорила: Саша, не едь никуда, не едь в Москву, не едь в Киев, там же так вот, я читала в новостях, там это все убивают. Друзья мои, просто если посмотреть и признаться себе, то Грузия, хоть и маленькая страна, но здесь есть там пару миллионов жителей, туристов, и естественно в семье не без урода. Естественно, всегда будет кто-то, у кого там поехала крыша, то есть всегда будет кто-то, кто не хочет как бы жить по нормам общества, и он будет их нарушать. Но в процентном соотношении и для Грузии, что меня радует, это настолько, настолько какое-то событие, что об этом освещают чуть ли не с первых каналов там, телевидения, об этом все говорят, об этом все трубят. И, наверное, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны плохо, потому что как бы вот это превозносится, и люди со стороны, они тоже думают, что здесь вот постоянно, да, то есть как бы, ну, в постоянном движении. Грузия, она, как по мне, опять же, мое личное мнение, она очень безопасна. Не слушайте телевизор, не слушайте ваших там российских пропагандонов, да, которые там в Грузии, там туда-сюда. Ну, бывают исключения, бывают, но опять же, если смотреть, сколько людей погибает на тех же дорогах, в авариях, то это как бы небо и земля. Поэтому смотрите на мир по другим немного ракурсам. То есть всегда бывают люди, которые могут погибнуть, несчастные случаи, могут быть убийства. Так устроено в любой, даже в суперразвитой стране, всегда есть те, у кого едет крыша, и они делают правонарушения очень часто. Пора барабан. Но это, я не хочу распыляться про то, что как бы в Грузии безопасно, друзья мои. Или записать короткий. Давай запишем короткий. Я скажу свое мнение. Вот резюмируя. В Грузии сейчас на 24 октября 2021 года безопасно. Безопасно, потому что здесь всегда, ну, как-то отношение к туристам, оно к гостям, да, то есть оно нормальное. Оно хорошее, лучше, чем не... То есть я здесь себя чувствую в большей безопасности, допустим, чем в Минске, в Москве или в Киеве. Все. Пора барабан. Дальше. Сколько стоит скипас и есть ли аренда горнолыжного оборудования на курортах Грузии? Повторю, вот самый популярный вопрос про скипасы. Друзья мои, 40 лари стоит скипас на один день. 100, ну, могу ошибаться, но плюс-минус. 30 лари было 2 года назад, потом был коронавирус, но слышал, что сейчас 40 лари, это $13. Ну, плюс-минус. Давайте так, $13 на день, а теперь внимание. $180 на сезон. Вот $180 может купить себе, я думаю, любой человек, который любит кататься на горнолыжке. Вот любой. То есть это то, на что можно собирать, на то, что можно заработать, на то, что можно... Вот почему? Потому что Грузия тем и хороша, что здесь очень и очень недорого. Аренда оборудования. Здесь есть на любой вкус и кошелек. То есть как велосипеды. То есть ровно как велосипеды, то есть вы можете найти за 5 лари велосипед и прокатиться, а можете найти за 25 лари и прокатиться. Как и машины. Вы можете найти там, не знаю, за $10 какой-нибудь трандулет сарай и прокатиться, а можете найти там за 200 евро сутки и прокатиться на новеньком Бентли. Все есть. Главное ваш кошелек. Если смотреть по аренде оборудования на популярных курортах, ну там, допустим, давайте возьмем Гудаури, да, то там есть за $10 вы старенькие башмаки, старенькие лыжи, старенький шлем, но $10. Есть $25 там, да, уже будет более, ну там, в разы будет лучше, в разы качественнее. То есть, в принципе, если посчитать, то если вы живете в Грузии, друзья мои, и вам не надо никуда там ехать, то от Тбилиси до Гудаури там 1,5 часа езды, и цена вопроса $13 за скипас в сутки и $20 за оборудование на сутки. Все, $30, и вы просто как бы царь горы настоящий, поэтому здесь все есть, все. Мы более подробно, то есть мы к сезону, наверное, будем готовиться, мы более подробно все узнаем на каталоге Модлоба, это все напишем, покажем вам цены, покажем вам отзывы людей, которые там были, расскажем там с мест. Это все обсудим, поэтому не забывайте подписаться на каталог Модлоба, где мы рассказываем, показываем и про аренду оборудования в том числе. Пора барабан.
Нормально? Друзья мои, напоминаю, что сейчас 24 октября, на ваших часах если бы я был ребеночком, на меня так кричали, я бы, наверное, начал заикаться. Ну, это их. На ваших часах 15 часов 30 минут грузинского времени, батумского времени. И мы продолжаем. Дальше поехали вопросы. Где и когда арендовать жилье на горнолыжных курортах Грузии зимой? На что обращать внимание? Есть сайты, есть сообщества, есть огромное количество людей, которые могут охотно с вами поделиться теми местами, где они жили. И вот когда по сарафанному радио, которое очень развито в Грузии или в ваших сообществах, в Фейсбуке, можно арендовать. Другое дело, что в сезон, то есть я думаю, что Booking, но Booking.com, Airbnb, наверное, есть. Но давайте так, возьмем Booking. Самый он популярнее, чем Airbnb в Грузии. И он такой старый, пожилой, да. Но проблема в том, что Booking сейчас поднимает налоговую ставку, соответственно, он поднимает, повышает процент. Люди будут платить больше процента за использование Booking. И если для больших отельных комплексов, для больших гостиниц это нормальное подъемное, то маленькие небольшие отели, особенно в начале пути, они будут очень-очень чувствительно это на себе ощущать, и экономя каждую копейку, они уйдут на другие. И я предлагаю не забывать приходить на каталог Мадлоба, где мы соберем эти маленькие отели, а также искать их в Фейсбуке, может быть в Инстаграме, следить за новостями открытия, потому что открывается очень много маленьких отелей, даже несмотря на то, что есть там, то есть они в прошлом году открылись только 8 марта, да, не работали. Все равно люди верят в то, что это закончится, люди открывают эти отели и заходят. На что обращать внимание? Очень важно. Смотрите всегда на отопление, узнавайте, чем отапливается. Потому что отопление это то, что я слышал, очень часто бывает как, что все хорошо, но вот если в комнате было теплее, было бы вообще чудесно. То есть люди приходят а я только с мороза, там, как красная роза, они приходят погреться, и дома, как бы, вот, и это был дискомфорт. Поэтому узнавайте про отопление, это, как бы, такой бич, а так, в принципе, это Грузия. Тут все, каких-то подводных камней тут мало. Ну, есть моменты, когда могут вырубить свет. На 3 часа, на 4, на 5 часов. Есть моменты, где не совсем комфортная дорога. Но если вы приехали кататься на лыжах, если вы приехали отдохнуть душой и телом, то я думаю, что для вас, как для настоящего путешественника, это такая решаемая проблема. Поэтому, резюмируя, минутное, да, возьмем резюме. Сейчас. Итак, где арендовать жилье? Первое, что я бы рекомендовал, это booking.com. Опять же, можете прийти на каталог Мадлоба, где мы будем уже рекомендовать именно отзывы путешественников, то есть там, где уже снимали. Второе, это получается madloba.info. Третье, это группы в Facebook, но там, опять же, очень разрозненная информация, непонятна, потому что вот по классике люди, которые имеют классное жилье, они очень слабы в маркетинге и в SMM. И четвертое, это, соответственно, ваше сарафанное радио, ваши знакомые, ваши друзья, сообщество. Смотрите там, но помните, что для кого-то в комнате там плюс 18 это уже там жара дикая, для кого-то плюс 22 это очень холодно. Думайте головой, включайте голову, не забывайте писать отзывы на каталоге Мадлоба о том, где вы жили. Спасибо за внимание, до свидания. Успел? Дальше поехали. Я планирую купить квартиру в Батуми. Кто может подсказать про веренные сайты, не новостройки и с реальными ценами? Отвечу вам коротко, ясно и понятно. Никто. Не ждите, что в Батуми, в Грузии так глубоко и широко развит интернет и что-то есть типа такого, как ЦИАН в России. Нет и пока не будет. Даже в ближайшем обозримом будущем. Почему? Потому что здесь все вот такое в полусыром
зачатном состоянии, и если вы хотите покупать себе жилье, то лучший способ, и мы уже об этом говорили, это приехать сюда, в Батуми, арендовать жилье и ножками искать себе ту самую квартиру, не на сроки, допустим, там, а именно искать, пожить в одном районе, в втором, в третьем, и тогда вам будет счастье. Пора барабам. Ответил? Ну и все, минуту успел. Эх. Дальше. Сколько можно находиться в Грузии гражданину в РФ без всяких там статусов, резидента и прочей бюрократии? Приехал недавно, хочу задержаться, но не понимаю максимальный срок без последствий. Еще раз. Максимум, что мы можем быть в Грузии без каких-то либо последствий, это 1 год. 365 дней. Что дальше? Дальше вы, допустим, если в Батуми, там вот недалеко, тут 30 минут ехать Турция. Выезжаете в Турцию, заезжаете опять, и ваш срок опять обнуляется, и опять 365 дней. Да, так устроена Грузия, да, офигенно. Что для белорусов, что для украинцев, что для русских одинаково. 365 дней в году вы можете здесь легально находиться, никто вам слова не скажет, потом вы можете выехать и заехать обратно, и опять у вас срок вашего пребывания здесь обнулился. Пора барабан. Успел? Друзья мои, я хочу еще, каждый день приходит вопрос про ПЦР-тест, там вот это, там, а как вот то, а границу 3 дня, а если не 72 часа раньше. Ну, написано, в течение 72 часов вы должны сдать. Ну, таки сдайте, не ровно через 72 часа, а не менее. И в чате тоже будем за это блочить, потому что, когда вот люди просто, они не могут искать, не могут гуглить, они просто приходят, вы мне скажите. Ну, дальше. Кадровый голос Голос. Слышу голос из прекрасного далека. Что сегодня или завтра сделал я. Так, кадровый голод в Грузии. Как найти сотрудников предпринимателям в Грузии? Боль и еще раз боль. Я даже не представлял, что найти просто хороших сотрудников на обзвон, допустим, для каталога Мадлоба, это кажется проблемой. Причем проблема здесь на ровном месте не только там для предпринимателя. Вы попробуйте найти нянечку, попробуйте найти повара, попробуйте найти помощницу по хозяйству, и для вас это все окажется такое, с одной стороны, все есть, интернет-банкинг, такие там самокаты, там приложения, там все. А с другой стороны, вы не можете найти сотрудника от слова вообще. Никак. Вот просто никак и все. Да, причем нигде. Нет, конечно, вам будут люди говорить о том, что надо там кадровое агентство, друзья мои, обращались, такой же трэш. Понимаете, тут все предельно просто. Чтобы работала кадровая служба или кадровый сайт, или какой-то кадровый агрегатор, да, то есть то место, где вам могут предлагать кадры, надо, чтобы с 2 сторон был входящий трафик. Чтобы были люди, которые хотят найти работу, и люди, которые хотят найти тех, кто хочет найти работу. А в данном случае здесь нет привычки искать работу в интернете. От слова вообще. Нет, если у молодых есть, то это хорошо. Но у пожилых, вот мне 40 чуть больше, и вот мои ровесники уже никак не хотят. Они там все, Facebook, сарафан, знакомые знакомых, вот это вот все, у них нет такого, я могу ошибаться, и буду рад, да, если я ошибаюсь, покажите мне, сколько раз не просил, покажите мне какой-то сайт, хотя бы там Headhunter, или там Работа.ру, либо там что-нибудь такое, что есть аналоги, то есть это в принципе не могут показать. Показывают какие-то сайты непонятные, я понимаю, что там есть 4 коллеги, и этих 4 коллег пытаются мне продать. Это так не работает. То есть во всем мире ты платишь за доступ к базе, где в этой базе есть соискатели. И ты как работодатель, тут в Грузии такого нет. Мы в каталоге Мадлоба пытаемся решить эту проблему. Мы делаем такой блок специалистов, чтобы хотя бы закрыть не все уровни, а хотя бы закрыть помощников по хозяйству, то есть какой-то
низкий уровень совсем. То есть взять одну нишу и взять там, допустим, у меня была проблема с поиском переводчика. У меня была проблема с поиском клининг-менеджера, уборщицы, да, либо там повара, либо нянечки, либо сантехника. Найти сантехника я, человек, который в принципе вот дорожу временем, я день своей жизни убил на поиск сантехника. Знаете, какого-то нашел в Телеграме, и он мне проще было посольство американское попасть, чем к нему. Я пока до него дозвонился, потом он говорит, вторник я ему звоню, он говорит, у меня, или в четверг, нет, я в четверг ему звоню, говорит, у меня запись, я могу к вам только на вторник приехать. Чувак, у меня кран течет, мне не надо тебя неделю ждать. Да, и я же понимаю, и вы понимаете, что в Грузии, в Батуми, в Тбилиси огромное количество людей, у которых руки из плеч, которые могут приехать ко мне и за гораздо меньшие деньги, чем этот распиаренный чувак, сделать мне кран. Нет, я решил проблему, записал ролик про это, и на Мадлобе дал его контакты, но опять же, здесь все, вот мы пытаемся на Мадлобе, это на madloba.info, сделать такую базу хотя бы помощников, да, но трудно идет очень тяжело, потому что мы пытаемся сами. То есть люди, наши экспаты, наши те, кто приходят, да, они приходят за информацией что-то взять, а что-то принести, сказать, Александр, Анастасия, я вот нашла, разместите эту информацию, нет. И поэтому, друзья мои, мы в свободном полете. Поэтому здесь мы пытаемся, но опять же мы в таком бета-тесте такая гипотеза. У нас есть гипотеза, что было бы хорошо, если сделать такой сервис. Но мы его делаем в свободное от работы время. Приходите на Мадлобу, смотрите, ссылочка будет внизу. Пора барабам. Понятно? Дальше. Поехали. Может мне очки снять? У меня тогда эта сторона загорит. Да, сниму очки и буду... Не очкатый, буду очкарик. Так. Дальше. Что мешает быстро расти к каталогу о Грузии на русском языке Мадлоба? Отвечу ясно, то есть я знаю, кто это пишет. Это у нас есть коллеги, которые занимаются таким же проектом в Турции. И я отвечу, что мешает расти каталогу Мадлоба. Я против трэша, я против политики, я против новостей о ковиде, о преступлениях, там, о каких-то там, не знаю, новостях предвыборной повестки. Это мешает расти. Почему? Потому что это те темы, которые очень жирно обсуждаются, они генерируют много входящего трафика, но я не хочу. Я не хочу в этом негативе вариться. Я не хочу обсуждать, кто кого там убил, кто кого изнасиловал, где кого обокрали и что у кого сломалось. Не хочу. Потому что мне, и я думаю, что моему классу людей, моей целевой аудитории, это неинтересно. Мы приехали в Грузию жить, работать, отдыхать, и мы не имеем права физически влазить в новостную, там, в политическую повестку Грузии. Это их внутренние дела, и это хорошо. И если вы со мной не согласны, то можете покинуть наши чаты, наши группы, наши каталоги, потому что мы хотим сделать справочник помощи русскоязычным туристам в Грузии. То есть то, чего не хватало нам. И то, что, то, что мешает нам расти, с одной стороны, это мало трафика. Люди, что русские, что белорусы, что украинцы, неохотно делятся, неохотно помогают, но при этом готовы охотно потреблять. Поэтому, как бы это прозаично не звучало, но мы делаем то, что умеем, мы делаем то, что знаем, мы делаем это хорошо. Если бы было больше энтузиазма, то есть я знаю, что наши турецкие друзья сделают это гораздо быстрее, потому что они делают это все на английском языке, и там другая специфика, там другое сообщество экспатов, более лояльное, более активное, чем русскоязычное, но что есть, то есть. Работаем с тем, что есть. Поэтому, друзья мои, без проблем, без претензий, но если бы сейчас мы в повестку дня впихивали новости там, кто там умер, кто кого убили, там какая-нибудь там эпид-ситуация, там как поругались политические партии, то это бы генерило много-много трафика, но это не наша целевая аудитория. Поэтому как бы лучше, меньше, да лучше. Пора барабам. Объяснил? Дальше. Сообщество предпринимателей Грузии. Как поживает проект? Проект поживает хорошо. Он в стадии зародыша, такого пузожителя.
Почему? Потому что как бы мы сейчас смотрим на аналогичные проекты, мы учимся, мы хотим сделать правильно все хорошо, и это будет на каталоге Madlobo. То есть мы в каталоге Madlobo уже будем его рекламировать и будем собирать действительно хороших людей, которые действительно либо хотят стать предпринимателями, либо уже предприниматели, и которые не приходят в эти самые сообщества для того, чтобы с одной целью там что-то там продать, какой-нибудь там насос или там, ну он же тоже предприниматель, не поспоришь, да, то есть кому там продать автомобильный насос там за недорого, потому что я уезжаю, ну, предприимчивый молодой человек, вот, но опять же, все в стадии такого анализа, и мы создаем небольшую группку активных людей, которые могут и хотят участвовать в этом проекте. Понятно, что это долгое дело, быстро ничего не делается. Мы анализируем схожие сообщества не только в Грузии, но и, допустим, в Нидерландах, в Турции, и смотрим, как это там, чтобы все лучше. То есть я живу просто. Лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. То есть я просто беру лучшие модели, лучшие правила и применяю к себе, на себя, на свою команду и на свои проекты. Пора-барабам. Надо еще воды попить и добавить. Ссылочка на телеграм-чат сообщества предпринимателей Грузии будет внизу этого ролика, поэтому не забывайте подписаться, приходите и дружите. Короткая версия ролика. Сообщество предпринимателей... Сейчас. Раз, два, три. Сообщество предпринимателей Грузии будет расти и развиваться. Во-первых, мы за качество. Мы не хотим собрать огромную массу людей, у которых кроме вопросов бизнеса, помощи, какой-то маркетинговых советов, либо вопросов по организации, либо там развитию бизнеса будут вопросы бытового плана. Этому надо учиться, мы этому учимся, и поэтому, если у вас есть желание вступить в это сообщество, приходите к нам в телеграм-чат, ссылочка будет внизу. Мы его активно будем рекламировать на каталоге Madlobo. Активно будем помогать, естественно, первым членам, которые участвовали в жизни. Welcome, пара-барабам. Все, дальше. Солнце зашло, и я стал в тень. И мы даже не можем никуда перебежать. Ну да, ну вот сейчас. Дальше поехали. Туда я очки опять одену, потому что все равно не загораю. Дальше. О, боль. Где искать дрова? Раз, два. Где искать дрова в Тбилиси или Батуми для шашлыка, камина или костра? Расскажу. Вот с чем, но с дровами, я думал, проблем в Грузии не будет от слова вообще или от слова совсем. Оказалось, что купить дров, особенно газель, ну там бус, это проблема, это вообще проблема глобального масштаба. Почему? Потому что тут дрова действительно на развес. В гипермаркетах дрова это веточки, лозы, вот они такими, то есть это не дрова, это просто с ребенком выйти в поле и какой-то кастрик разжечь. Все, на 20 минут. А найти для камина проблема. В Батуми мы ее решили. Ссылочка на то место, где есть дрова в Батуми, будет внизу, но мы сейчас пошли дальше. Мы хотим найти людей, которые действительно могут привезти дров, ну, не охапку дров, а действительно дров, чтобы можно было там осенью, там вот как сейчас, там кастрик распалить, шашлычков сделать, в камин подбросить, в мангал подкинуть, чтобы это было не просто угли там, да, а дрова, чтобы можно было посидеть на выходные за кастриком. Это же классно. Поэтому не забывайте подписаться на каталог Madlobo, там будет целая статья о том, и там будут контакты тех людей, где мы брали дрова. Почему? Потому что это проблема, причем вот я сначала даже не понимал, что такое может быть. То есть на ровном месте ты сталкиваешься с тем, что найти дрова тяжело, потом тебя отправляют на какую-то улицу, на эту улицу ты приезжаешь, и там машина, и в машине, то есть я никогда не видел в жизни, что дрова продают мешками. Ну, мешками картошку продают, мешками там яблоки продают, ну не знаю, но дрова мешками, ну такое себе, да, и причем как бы, если ты без местного,
то эти дрова тебе чуть ли не на вес золота. Нет, я вам честно говорю, то есть первый раз мне продали по незнанию там охапку дров, а второй раз за эту же стоимость я вместе со своим знакомым таксистом купил целый мешок этих дров. Поэтому лайфхак, едете в Батуми, мой знакомый приехал, то же самое, говорит, я в Тбилиси хотел костер разжечь, в этом садик, там итальянский дворик, там можно было, там мангальчик стоит, я не нашел дров, то есть в магазинах либо угли, либо какие-то палочки, веточки, думаю, что вы знаете. Если вы знаете, где классные дрова, в Батуми, в Грузии, либо есть эта доставка этих самых дров, обязательно пишите под этим видео, мы разместим в каталоге Мадлоба, для того, чтобы люди должны знать своих героев и те места, где они могут купить дрова, чтобы, это же романтично, это вкусно, это вообще свежий горный воздух, вкусный воздух Грузии, костер и дрова, и ты не экономишь дрова. Я вообще первый раз как будто, знаете, в пустыне в такой живешь, и как бы дрова там навес это как его. Поэтому, друзья мои, делитесь контактами. Каталог Мадлоба будет охотно, бесплатно эти контакты размещать у себя для помощи тем людям, которые хотят посидеть у костра, у камина, у мангала или просто пожарить вкусных и ароматных шашлыков. Пора-барабам. Нормально? Так, сколько мы уже в эфире? 36 минут. 36 минут. Нормально мы идем. Я прям скачу. Маркетинг на грани закона. Где найти закон о рекламе в Грузии? Этот вопрос поставил меня в тупик. Потому что мы обсуждали с моим партнером рекламной интеграцией, как здесь можно рекламировать тот или иной продукт, и попали в просак, потому что нет какого-то, ну то есть мы не нашли закона, который бы четко регламентировал, что можно, а что нельзя, какие баннеры можно, какие нельзя. Нет, может где-то он есть, но на каком-то грузинском языке и не совсем понятно, как его искать. Друзья мои, если вы знаете, подскажите нам, ссылочка будет вот просто под этим видео в комментарии, либо под статьей, напишите, как вы, может, какие-то подзаконные акты о законе о рекламе в Грузии, какие-нибудь нормативы, где-то почитать, где посмотреть, потому что мы не нашли. Пора-барабам. Дальше идем. Так. О. Боль. Какое такси в Грузии самое лучшее? Дешевое, с лучшими машинами. Мы уже несколько раз говорили про это, и в Грузии, ну, вот мы пользуемся тремя такси. Первое – это Яндекс.Го, ну, Яндекс Такси. Второе – это Максим Такси. Третье – это, получается, Болт. Внизу под этим видео будут ссылочки на промокоды, но эти промокоды только на первую поездку. Цены, стоимость плюс-минус одинаковые, особенно сейчас, когда уже на дворе 24 октября, огромное количество туристов разъехалось, цены очень-очень вкусные. Разница между Яндекс.Такси и Максимом незначительная. Причем раньше было на Максиме было выгодно ехать на длинное расстояние, куда-нибудь там от Батуми в Ботанический сад. Теперь оно плюс-минус. Но никто не мешает вам скачать 2 или 3 приложения, поставить их себе на телефон и сравнить. Поэтому 3 такси. Яндекс.Такси, Максим Такси, Болт Такси. Ссылочки на промокоды на первую поездку внизу. Пора-барабам. Все. Одно и то же 25 раз. О, еще вопрос. Какое самое лучшее место в Грузии вы посоветуете для посещения семьи с детьми? Классный вопрос, спасибо. Этот вопрос я задавал себе, прежде чем приехать в Грузию. Я искал гидов, я искал вот людей, и я искал вот самое-самое-самое. Друзья мои, что хочу вам сказать, что за 3 года в Грузии, 3 лета в Грузии, скажем так, да, я понял одно. Грузия – это и есть самое лучшее место. То есть вы можете ехать, останавливаться каждые 5 минут, смотреть по сторонам, и вы будете в лучшем месте. Тут Грузия – это история. Тут в любом месте, куда ни приди, куда ни сделай, тут есть история. И не только в городах. Вы можете ехать там в села, там памятники, там родники, там у каждого оврага, у каждой пещеры есть своя легенда. То есть вот Грузия – это вот представьте, что Грузия – это ботанический сад.
И ботанический сад, допустим, батумский, или там разбит на секции, там 15 или 20 секций. Да? Вот Грузия это то же самое своеобразный ботанический сад. То есть она разбита, и у нее что ни район, что ни город, что ни село, там есть своя история. То есть вы, вот это то, что я хочу вам донести. Что не надо ехать, вот самое лучшее, вот мы ездим всегда уже 3-й раз в одно и то же место. Знаете, как мы его нашли? Мы просто ехали случайно, остановились, спросили у прохожих, ну, в деревне там, да, то есть в горном, в нетуристическом месте. И нам люди открыли свою душу, открыли свой дом, открыли, и вот там, когда ты просыпаешься, ты открываешь окно, и там вид из окна называется, сука, божественный. Вот ты понимаешь, что вот ради таких видов стоит жить. Вот Грузия это, ну, некомфортно. Здесь многие места, они некомфортные. Тут сервис не слышали. Тут есть моменты, где ты, в принципе, чувствуешь себя каким-то таким, ну, непонятным. Тут уже все просто, да, но в этом-то есть прелесть, потому что ты решаешь ребусы как с дровами, с едой, с дорогой. Ты начинаешь понимать всю прелесть, что здесь это вот именно, может, поэтому это так и хорошо, что тут нет каких-то мест, там, нет, есть туристические места. Но попробуйте посмотреть на Грузию своими словами, своими глазами. Не смотрите чужими глазами. То есть сядьте, возьмите гида и просто поедьте. От одной точки, допустим, вы когда приедете от Тбилиси до Батуми, не берите там 5 часов или 6 часов, а возьмите 3 дня, чтобы с заездом, с остановкой, чтобы вы посмотрели самобытность этой самой Грузии. Вот этот вот кайф от того, об этом, наверное, гиды не говорят, потому что им невыгодно, да, они там везут вас по тем маршрутам, которые они знают. Но самый кайф от Грузии в том, что куда ни стань, вот Грузия, ты можешь палку воткнуть в землю, да, и она тебе будет дерево. То же самое вот история этой страны, она же, то есть страна, где появилась первая письменность вообще на планете. Знаете, она настолько старая, настолько древняя, тут кругом история. Тут нет мест, где неинтересно. То есть, если там неинтересно, то, значит, вы ничего про это место не знаете, да, это какой-то, как тролль, что если ты, ну ладно, не будем. Поэтому в Грузии вообще хорошо. И каждое место здесь по-своему уникально. Остановитесь, вот посмотрите, и вы увидите ее по-другому. Я ее увидел так только спустя 2 года. Вам делюсь, вот экономьте время и увидите ее по-другому. Как бы, да, виды, лавочки, чего, сука, стоят только лавочки. Знаете, тут ты видишь лавочку, которая там 100 лет, и она стоит на горе, и открывается такой вид, и ты понимаешь, что нахрен это Индия с этой медитацией. Вот лавочка, и лучшая медитация это вот просто, да, ты засыпаешь в доме, приезжаешь вечером, открывается окно, перед тобой божество, думаешь, я в раю, я уже все, вот, да, облака, у тебя дом над облаками стоит, все, это Грузия. Ты приезжаешь в деревню, понимаешь, ты в деревню, где у тебя за 20 минут, в горах деревня далеко, да, у тебя сменяется там то туман, то облака непонятно. И пока ты поднимаешься по мокрой дороге на УАЗике наверх, то ты сидеешь там 22 раза, прощаешься с жизнью, потом спускаешься вниз на том же самом УАЗике под дождем, и тоже все. Но потом ты понимаешь, что это вот те впечатления, за которыми едут в Грузию. Грузия это то, вот в Европу ты приехал, там все классно, все хорошо, все четко, все, вообще, особенно немцы, да, и там сейчас уже поляки, у них все ровно, вот ни шагу не туда, все работает, и все не может не работать. А здесь может не работать. Здесь может быть дорога, и ты говоришь, ну тут же недалеко, говорит, снег нападает, и все выровняется. Спокойно, Саша. И вот у них тут хорошо, я называю это грузинский дзен, поэтому Грузия, она, ей вообще тут хорошо везде. Приезжайте, смотрите сами. Пора барабан. Сейчас. Еще у меня один есть. Как вам задать вопрос и получить на него подробный ответ? На консультацию пока денег нет. Отвечаю коротко, ясно и понятно. Друзья мои, я очень ценю ваше желание поговорить со мной, задать мне вопросы, но поймите меня четко, вот просто честно скажу, там, да, у меня времени нет, и у меня на вот свободное время, то, что я могу потратить на себя, я трачу на свою семью. То, что у меня по работе, расценки вы знаете, вот честно. Но есть одно но. Для Мадлобы, для участников там чата, да, запишите ваш вопрос в качестве видео.
поставьте камеру, это просто, вы запишите свой вопрос, а я на него отвечу видеоответом. И вот в таком сотрудничестве, то есть мы совместно будем трудиться. То есть вы пишете мне не аудио вопрос, не текстовый, а видео вопрос, да, и я отвечу то же самое видео. Такая как бы переписка нового формата. Это будет удобно и вам, и мне, и это точно будет как бы, если вопрос, ответ на который требует до 15 минут, я отвечу. Пора барабан. Давай вопросы. Инсайт. Привет, Инсайт. Лечу в ноябре на зимовку в Батуми. В каком районе лучше зимовать, на ваш взгляд? Смотрите, ну, на мой взгляд, это частный дом. То есть я для себя поставил изначально, я хочу частный дом. Почему? Потому что частный дом, он предполагает, что есть некий сад, некий дворик, некий там площадка для снеговиков, чтобы полепить там, да. Второй момент, это надо понимать, что первая линия моря, она такая себе история. Почему? Потому что как бы здесь будет не очень комфортно, будет холоднее, чем обычно, и в таком формате я бы здесь не советовал. Ну, третий аспект, куда бы я обратил внимание, надо понимать, что Батуми это не огромный город. Вот Батуми, если смотреть там, да, вот по дороге, то есть вот он идет дорога 10 километров вдоль моря, и вот он компактненький такой, да, соответственно, как бы раз, и вот есть места, ну, смотрите там, где, вот, что бы я советовал, смотрите не место, да, а смотрите именно, чтобы было отопление, потому что когда вырубает, вот у нас одно из условий было, чтобы был дом и чтобы было газовое отопление, чтобы мы могли всегда его включать и кочегарить сколько там можем, чтобы оно батареи горели, когда хотели. Но когда у нас один раз на 3 дня вырубило средь бела дня газовый на наш газ, там были какие-то работы, грузины придумали делать какие-то ремонтные работы там на 3 дня, там, да, за это как его. Мы уехали в Тбилиси. Мы сидели здесь и хотели найти сначала здесь какую-то это как его квартиру с ванной, чтобы отогреться, реально, чтобы потому что как бы здесь, ну, оно кайфуешь. Поэтому смотрите по комфорту. И четвертый совет, у нас есть 3 или 4 видео на канале Мадлоба, на сайте Мадлоба. У нас на сайте Madloba.info есть ответы на вопросы, там есть про недвижимость, как снимать, на что обращать внимание. Но если смотреть ролики, то там мы уже все рассказали. То есть там вот такие нюансы, которые надо учитывать. Это то, что мне не хватало. Поймите, что каталог Мадлоба это то, что мы даем, то, что нам не хватало. То есть те вопросы, которые мы задавали и ходили такие, нам такие, мы не знаем, а где снять квартиру? У риэлторов снимайте. Риэлторы такие тут просто как бы, ну, то есть она сегодня официант там в баре, сегодня там она завтра риэлтор, а потом она фотограф, там, инстаграм-блогер, там, ну, и по совместительству еще гид. Ну, вот и все риэлторы. Вот. Думаю, что ответил на вопрос. Все. Друзья мои, мы с вами были почти 45 минут. Ну, почти 50 минут. Спасибо вам за внимание. Приходите к нам на воскресные стримы. Я думаю, что мы сделаем их регулярными, потому что выходной надо посвятить Мадлобе. Мадлоба по-грузински это спасибо. Поэтому спасибо, что были с нами. Не забывайте ссылочки каталог внизу. Пишите ваши вопросы, пора барабан. До свидосы.